Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Мне заказали сшить джинсовую сумку, сумку-шопер с домиками. Но я сначала решила, не заморачиваясь, просто домики. Но просто домики мне не интересно, мне нужна сюжетная линия. Я подумала, что можно сделать полнолуние. Я вот вырезала такое полотно 40 на 45 и из органзы 2 кружочка вот таких. Они желтоватенького цвета, не сильно желтые и не белые. Вот. Я никогда не рисую сюжетную линию. Я сразу начинаю раскладывать детали, прикидывать, менять местами, потому что, как правило, рисунок он привязывает. У меня в голове все меняется, поэтому все, как говорится, по ходу дела. И вот такие детали, например, какие-то обрезки. Вот такой обрезок у меня нашелся. Вот я его положу. То есть все у нас будет крутиться вокруг ночного светила. Вот такой кусочек джинсы. И вот когда что-то уже выстроилось, я начинаю переходить к деталям. Ну, например, с крыши, конечно. Раз домики, это у нас крыши. Вот так повырезала я. Прикидываю, какую крышу куда. Этот домик у нас за другим, поэтому и крыша у нас прячется вниз. Ну, как-то вот так. Ну и переходя к мелким деталям, мы начинаем тут уже фантазировать. Например, вот такие чердачки устраивать. Я вырезала окошечки, разложила их. Вот эти белые окошечки из дублерина, их я буду крепить просто горячим утюгом. Остальные буду закреплять вот такой клеевой паутинкой. Я сколола все булавочками, и сейчас все на машинке прошью швом зигзаг. Вот так выглядит наша заготовка сейчас. Я все пришила швом зигзаг, в том числе и окна. Переплеты я сделала прямой строчкой, котик тоже зигзагом. Луна у нас оказалась на шве. Вот, и такая вот неровность была некрасивая, и я сюда вниз положила тонкий слой синтепона, и вроде как вот даже как линии на Луне обозначились. Я подумала, может быть, заказчица захочет наволочку из этой заготовки, но она сказала, нет, надо сумку. Ну, будем делать сумку. Домики, крыши и, собственно, и окна, все я сделала намеренно кривоватенько. Но я так думаю, что это наоборот какую-то изюминку вносит. Вот, а как вам это кажется? Я выкроила заднюю деталь сумки. По этим же размерам я выкроила еще 2 детали из подкладочной ткани. На одну я пришила внутренний карман, укрепленный дублерином. Наружные карманы нам не нужны. И еще 2 детали, 2 заготовки для ручек. Ширина заготовки 9, длина 65. Дама захотела, чтобы сумку можно было вешать иногда на плечо. Ткань у нас стрейчевая, поэтому я внутрь проложу полоску ткани. Она даст небольшое
уплотнение и фиксацию. Я сшила ручки, вложила туда вот такую плотную ткань. И теперь ручки такие толстенькие, я не люблю тонкие ручки, тем более сумка будет не маленькая, и ручки должны быть прочные. И теперь смотрите, верхнюю деталь сумки я лицом к лицу складываю с подкладочной тканью, вот таким образом. Нахожу середину, поставила меточку, и от середины в обе стороны по 7 сантиметров я поставила еще меточки. И теперь нашу деталь ручки я прикладываю к этим меткам. Ручка остается внутри. И дальше я вот так вот прошиваю. Точно так же я проделаю и со второй половиной сумки. Вот ручки вшиты, и я разложила наши заготовки таким образом. Видите, да? Я лицом к лицу положила верхние детали сумки и подкладочные тоже лицом к лицу. И сейчас я все это сострочу по периметру и оставлю небольшой участок в подкладке для выворачивания. Ну вот, я все прострочила, сумку я вывернула. Отверстие я сейчас зашью потайным швом. Оформила уголочки, также на внешних деталях. И мне осталось еще прошить край сумки. Я сначала это все прошью швом вперед иголка ножевулькой, потому что ткань скользкая, это будет надежнее. И потом проложу машинную строчку. И вот готовая сумка. Я здесь добавила звездочек. Не знаю, видно, не видно. Надеюсь, что подруга будет довольна. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Я с вами прощаюсь. До свидания, до скорой встречи.